Дисклеймер. Данное видео не рекомендовано к просмотру лицам, не достигших 18 лет. У нас нет цели кого-то напугать или ввести в заблуждение. Все, что будет здесь показано и рассказано, основано на реальных расследованиях и показаниях людей. Также в фильме могут присутствовать неприятные кадры. Для полного погружения в истории рекомендуем смотреть в наушниках. Сценарий Маша Рябинина. Приветствую вас на моем канале. Сегодня вы услышите альтернативную правду о некоторых историях. Я могу вас заверить в том, что эти истории будут похлеще любого детективного романа. В этом ролике вы обязательно увидите много всего интересного и крипового. Удачного просмотра. Барби.ави или дело сестер Нойт. Ранним утром 17 августа 1996 года в отделение полиции города Севильтаун раздался звонок об исчезновении близнецов Меган и Барбары Нойт. Как сообщили их родственники, сестры пропали из квартиры. По их словам, 14 августа вечером, обеспокоенные чем-то, девушки покинули дом и больше не появились. Полиция опросила всех, кто в теории мог быть причастен к их исчезновению, но никто ничего не знал. Осмотр районов города и опрос местных жителей не дали особо результатов. В похищении девушек были заподозрены местные секты. Было выдвинуто предположение о похищении девушек и взятии в заложники. Полицейские провели рейд по районам, где в последний раз видели девушек, но ничего не нашли. 23 августа подростки нашли одну из сестер возле железной дороги. Это была Меган Нойт. Девушка была доставлена в ближайшую больницу. Как выяснилось позднее, она находилась под сильными психотропными веществами. После оказания первой помощи полиция решила допросить Меган, но ничем это не закончилось. Рассказы девушки были туманными, неразборчивые, и в них были упоминания о железнодорожной дороге, которая прилегает к психиатрической лечебнице. По ее воспоминаниям, они с сестрой все это время находились в больнице, под наблюдением неизвестного человека. Это вызвало сильное замешательство у правоохранительных органов, так как психиатрическая лечебница Онис Азилум закрылась еще в 1984 году по причине жестоких методов лечения и коррупции. Прибывшая на указанное место полиция обследовала заброшенное здание вдоль и поперек и не нашла признаков присутствия людей. Единственная находка была сделана в подвальном помещении лечебницы и являлась кассетой. На этикетке была надпись «Барби.ави». Видеокассета была отправлена на оцифровку и анализ. Сотрудник, который занимался этим, был найден у себя в офисе. Также обнаружились остатки сожженной пленки из кассеты. Монитор был разбит. Жесткий диск, на котором хранились результаты оцифровки записи, бесследно пропали. Дело сестер Нойт до сих пор остается в тайне. Начнем с главного. Как мне кажется, опустим мелкие детали. В этой истории было сказано много про психиатрическую лечебницу. В подобных рассказах она почему-то часто фигурирует. Видимо, для устрашения читателя. Сейчас вы видите примерно то место, где предположительно пропали сестры Нойт. Рядом я нашла железную дорогу, но не смогла найти ту самую психиатрическую больницу. По легенде, она была закрыта аж в 1984 году, и сейчас она якобы заброшена. Как ни пыталась, но я не смогла найти подобных заведений рядом с Севильтауном. Даже вокруг окрестностей города и в радиусе 50 километров я нашла правительственный сайт Великобритании, где есть четкий план построек и закрытия разного рода госпредприятий. Никаких упоминаний, даже малейшего намека на существование этой больницы, ее будто никогда не существовало. Многие скажут, что больница могла быть частной. Хорошо, идем дальше. Второй момент,
который я сразу захотела проверить, это сообщение о пропаже девушек за 1 августа вплоть до 30 августа 1996 года. Тут такая же фигня, как и с больницей, 0 совпадений. Я даже проверила с 1990 года до 2000. Таких обращений не было зарегистрировано, причем искала я именно по местным базам полиции Севильтауна. Поговорим о самом файле. Он представляет из себя просто отрывок интервью с плохим звуком, и картинка оставляет желать лучшего. С расширением AVI медданные файла не получилось отыскать, и при каких обстоятельствах была сделана эта запись. К слову, таких видеороликов Барби было 4 по официальной версии. Слов почти не разобрать, и видеофайл будто намеренно испортили, чтобы никто никогда не разобрал, что там происходит на самом деле. На видео изображена девушка без руки и что-то пытается говорить. Полномасштабное расследование уже сделали по этому делу пару энтузиастов из России, и не только. У них есть даже целый паблик ВК, посвященный только сестрам Нойт. Кому интересно, ссылку оставлю внизу. И кто захочет узнать побольше об этой интересной истории, залетайте. Они выяснили, что зовут ее Тамара Мария Клейн, и родилась она в 1965 или 1966 году в Купервилле, штат Мичиган. Само интервью было записано в 1989 году для местной прессы. Тамара выступала в роли модели как инвалид, а руки она лишилась из-за несчастного случая. Интересный факт. В конце расследования анонимные пользователи нашли ее страницу на Фейсбуке, где были выложены фотографии ее и ее мамы. Сама Тамара не давала интервью касаемо этой легенды, предпочтя оставаться за кадром. Понятное дело, что видео оказалось фейком, и никакого похищения никогда не было. Но кто расследовал эту городскую легенду, не ответили на самый главный вопрос: а зачем все это было нужно? Еще одна странность, что за пределами России и стран СНГ никто ничего не слышал о Тамаре и ее загадочном исчезновении в Севильтауне. Кто писал эту байку, достаточно плохо ориентировался в местной местности, что подтверждает, что эта история была написана русскоговорящим или человеком, который в этих местах никогда не бывал. Сейчас первоисточник найти не представляется возможным, даже веб-архив не поможет. Скорее всего, она в первый раз была опубликована на каком-то сайте или форуме. Он или она взяла это интервью. Монтаж готово, плюс красивая легенда сопровождения, и она здорово разошлась в свое время по всему российскому интернету, что каждый сайт стал ее у себя копировать, и охваты посещений сайтов увеличились. Неплохая такая пиар-компания получилась. Как вы считаете, где там наши горе-маркетологи? На этой всей истории создатели подняли немало денег и заставили многих людей искать ключ к разгадке. А все оказалось куда проще. Тамара даже ничего не подозревала, пока здесь разворачивалось настоящее детективное расследование. Также мама Тамары поделилась, что психическое состояние дочери ухудшается. Видимо, это связано из-за отсутствия руки. Марина Мардегард Глэсгорф. В марте 2008 года в головной офис YouTube пришло оповещение о человеке, совершившем убийство весьма страшным образом, подробности не уточняются. В письме говорилось, что перед этим он смотрел выложенное на ресурс видео со загадочным названием Марина Мардегард Глэсгорф, что в переводе означает «вырви или выкури». YouTube проигнорировал данное письмо, подумав, что это очередной пранк недошкольников. Но через неделю Google получил еще 2 анонимных письма о судьбе людей при таких же странных обстоятельствах. По слухам, один из админов сайта все-таки рискнул посмотреть это 2-минутное видео целиком, закрыв половину монитора своей рукой. Уже на 40-й секунде у него началась нервная истерия и резко поднялся пульс. Пришлось вызвать скорую. Видео было сразу удалено с платформы и отправлено на расследование в Федеральную службу безопасности. После этого в офис пришло еще несколько уведомлений о случившихся ранее смертях в разных частях планеты. И во всех случаях люди наносили ущерб своим глазам. Человека, загрузившего видео, до сих пор не удалось вычислить. Для популяризации этого видео YouTube оставил лишь короткую версию, только первые 20 секунд. Ее просмотр
как показали многочисленные опыты, не вызывали негативных эмоций у людей. На экране все время статично лицо мужчины на красном фоне, который смотрит прямо в объектив камеры. Перед 20-й секундой он начинает улыбаться. Затем видео резко обрывается, что было дальше, неизвестно. Изначальная версия полного видео больше нигде не была опубликована. Если попытаетесь искать это видео, вы ничего не найдете. Все, что вы увидите, это 20-секундное видео, все остальное фейк, даже не пытайтесь искать полную версию ролика. Теперь рассмотрим некоторые популярные предположения и конспирологические теории касаемо видеоролика. Название видоса — это название бренда, который его собственно и произвел. Эта теория сразу идет в мусорку. И по поискав в гугле любые упоминания об этом, и по организации по всему миру, станет ясно, что подобных товарных знаков никогда и нигде не было зарегистрировано. Да и тем более, кто в здравом уме возьмет такой никнейм для своего бренда. Вторая теория повествует нам о том, что это секретная разработка правительства США. Хотели проверить свои наработки на практике. И это могло объяснить, почему человека, загрузившего видос, не нашли. И эта теория бьется об скалы и разбивается вдребезги. Если бы они правда хотели проверить, как это будет влиять на организм человека, то зачем удалять полную версию видео так быстро? Кстати, в легенде столько разговоров о фулл-версии ролика, но его не было никогда выложено. Даже в Даркнете никто никогда не видел этот ролик. Тематические форумы также делали свое мини-расследование. Но за столько лет никаких намеков, что видео могло существовать, не было найдено. Еще одна теория, но мне кажется, это больше бред. Но все же, мужчина на видеоролике страдает редким психическим расстройством. И это объясняет, почему он ни разу на протяжении всего видео не моргнул. Само видео окрашено в ядовитый красный тон. Я когда проходила стажировку в Останкино, нам там подробно рассказывали про то, как вызвать подсознательное чувство тревоги и страха. Создатели этой легенды хорошо знали и воспользовались этим. Кстати, именно с Марианны Мордегард Глэсгорф началось массовое производство таких вирусных роликов на широкую публику. Даже по федеральным каналам крутили об этом целые сюжеты, тем самым рекламировали эти видосики. Помню, как вчера приходила со школы и видела репортажи, и тогда мне казалось это чем-то жутким. Само расследование этой крипипасты привело людей к оригинальному видеоролику, с которого был взят исходник, а само лицо растянули в фотошопе. Как выяснилось, что мужчина всего лишь напросто маркетинговый агент, который работал на коммерческую организацию. Он даже не знал про этот ролик долгое время, пока его коллеги ему не отправили. А сама идея была проста — повысить оборот продаж своих товаров через это вирусное видео. Сама компания не ожидала, что будет совсем другой эффект. Кстати, мужчину с видео зовут Бариан Кортес, и у него все хорошо. Goodness Bunny. Последняя история, о которой я хочу вам сегодня поведать, это Goodness Bunny. Она сильно отличается от сестер Нойт и Марианны Мордегард Глэсгорф. К сожалению, эта крипипаста закончилась настоящей драмой. Сандра Сэнди Крисп родилась 13 января 1960 года в Санта-Монике, штат Калифорния. Более известная под псевдонимом Goodness Bunny. Была американской актрисой, трансгендером и моделью. Кадры чечетки, которые впоследствии стали вирусными, первоначально были сняты ориентировочно в 1987 или 90-х годах. Также известно, что у нее было имя до смены пола Джон Байма. Она заболела полиомиелитом, вероятнее всего с рождения. У нее стал деградировать спинной мозг. Также в самом детстве Крис подверглась халатности врачей, что привело к дальнейшему ухудшению ее состояния и потере контроля над телом. Крис всю свою жизнь передвигалась в инвалидном кресле. Жила она в разных приемных семьях, биологические родители отказались от нее с самого рождения, узнав про диагноз. Крис снялась в большом количестве фильмов, где она обычно получала маленькие роли, но после съемки в своем легендарном хоум-видео Goodness Bunny все сильно изменилось. После тотальной шумихи и обсуждения вокруг видео, Крипс стали замечать продюсеры и предлагали сняться в разного рода проектах. Крипс даже успела засветиться в клипе Мерли Мэнсона с Dope Show и в клипе Билли Таллан Fallen Sleeves, где она отжигала под гитарное соло. Также она была замечена в клипе Купрес Хилл Пипет Мастер в роли медсестры. Про Goodness Bunny было даже снято несколько короткометражных биографических фильмов, которые были запрещены к показу на широкую публику и остались пылиться в архивах у нее дома. Если поискать, то
можно найти эти самые фильмы с ее участием на разных форумах. По непроверенным источникам она познакомилась с кинорежиссером Хантером Рэем Паркером, с которым она со временем стала лучшими друзьями. Он относился к ней как к матери, и Крипс решила его усыновить. Крипс жила в доме для престарелых в Инглвуде, штат Калифорния, до самой смерти. Она скончалась от ковида 27 января 2021 года, спустя 14 дней после своего 61-го дня рождения. Лана Дель Рей опубликовала дань уважения и соболезнования всем знакомым Крис на своей странице в Инстаграм. Кстати, я хотела найти эту публикацию, но Лана удалила свой аккаунт, а в фановых аккаунтах идет временной провал. Как раз в это время, когда умерла Крис, пост не получилось найти. Сын Крис, Хантер Рэй Паркер, создал персональный счет на GoFundMe, чтобы все желающие могли помочь с организацией похорон Криспи, стремясь выполнить ее желание быть похороненной на кладбище Голливуд Forever. Хантер у себя выложил трогательное видео, и в посте он описывал все те моменты, которые они пережили вместе с Крис. Даже упомянул ту легендарную съемку 1987 года, после которой все и завертелось. Как интересно получается, что из-за обычных интернет-страшилок жизнь людей кардинально поменялась. Они даже не подозревали, что стали частью этих историй. В сети много подобных крипипаст, но я выбрала эти не случайно. Эти истории вызвали немало шумихи и обсуждений на долгие годы и положили начало целого жанра крипипаст. Напишите в комментариях, какая из сегодняшних историй понравилась вам больше всего. Также напоминаю, что все ссылки вы сможете найти в описании. На этом я буду прощаться. С вами была Маша Рябинина.